Китайский автопром, кажется, снова решил проверить, где проходят границы между «вдохновились» и «слишком уж похоже». На этот раз в центре внимания автомобиль, который своим внешним видом довольно недвусмысленно напоминает Ferrari Purasang. И если к подобным совпадениям мы уже успели привыкнуть, то здесь ситуация выглядит немного интереснее, потому что дело не только в похожем силуэте. На этот раз итальянцам, похоже, действительно есть на что обратить внимание и дизайнерам, и юристам. Перед нами Lucid RX – автомобиль, который слишком уж настойчиво напоминает люксовый автомобиль из Маранелло. Похожий дизайн у китайских машин мы уже видели не раз, но в этот раз история вышла за рамки обычных разговоров про «вдохновлялись европейскими брендами». Руководитель Lucid заявил, что над внешностью RX работал иностранный специалист, якобы бывший шеф-дизайнер Ferrari. Звучит убедительно. Пока не появляется в Ferrari и не задает вполне логичный вопрос: а кто именно этот человек? И с иронией отметила, что Ferrari вообще-то своих ключевых дизайнеров не теряла, а должность главного дизайнера марки уже более 10 лет занимает один и тот же человек. Пост итальянской стороны позже исчез, но вопросы никуда не делись. Но давайте на минуту отложим весь этот маркетинговый скандал, потому что сам автомобиль действительно интересный, особенно если посмотреть, что он предлагает за свои деньги. Так кто же на самом деле рисовал этот кроссовер? Сколько стоит Lucid RX и что скрывается за внешностью в стиле Purasang? Разбираемся дальше. RX – это полностью электрический купе-кроссовер от Lucid, бренда, который появился благодаря сотрудничеству Chery и Huawei. Дизайн RX создал Вернер Грубер. У него вполне серьезный бэкграунд. После Пининфарина он перешел в Ferrari, где больше 10 лет отвечал за экстерьер. В его портфолио LaFerrari, FXXK и Portofino. Позже Грубер стал вице-президентом по дизайну американской компании Celine. И, кстати, он здесь не единственный специалист с европейским прошлым. Бывший генеральный директор Aston Martin и экс-глава AMG Тобиас Мойерс присоединился к проекту в качестве главного консультанта по динамическим характеристикам. Плюс в команде есть бывшие инженеры BMW. Это важный сдвиг. Китайские автопроизводители постепенно переходят на следующий уровень. Они не просто изучают европейские автомобили, а приглашают людей, которые годами их создавали. А теперь посмотрим на сам RX. Низкая, почти спортивная линия крыши, широкие мускулистые крылья, гладкие панели дверей, спереди интегрированные воздухозаборники и светодиодная оптика. Но есть деталь, которая сразу выдает технологическую начинку машины. Прямо над лобовым стеклом установлен лидар, тот самый оптический дальномер, который используется в фирменной системе автопилота Huawei. Сзади все тоже сделано без попытки быть скучным. Сложная монолитная светодиодная полоса проходит практически через всю ширину кузова. На крышке багажника установлен спойлер, а ниже – активный диффузор. Он управляет воздушным потоком под автомобилем, формируя область пониженного давления и увеличивая прижимную силу. А вот по размерам машина совсем не маленькая. Длина здесь 5020 мм, ширина – 2007 мм, высота – 1585 мм, а колесная база – ровно 3 метра. Колесные диски доступны в размерах от 20 до 22 дюймов. Причем вариантов оформления несколько, включая довольно смелые, например, с ярко-фиолетовыми спицами. Плюс 6 цветов кузова – белый, черный, голубой, розовый, серебристый и зеленый. У RX адаптивная пневмоподвеска и амортизаторы с бесступенчатой регулировкой демпфирования. Как мы отмечали ранее, над настройками работала команда во главе с бывшим руководителем AMG Тобиасом Мойерсом. Ну а если хочется добавить автомобилю немного характера, есть шестипоршневые тормозные суппорты – желтые, красные или серебристые. И есть еще одна интересная деталь – физическая кнопка ускорения. Нажимаешь ее, и автомобиль получает мгновенно дополнительные 10% крутящего момента. А теперь немного техники. Кроссовер представлен в 4 комплектациях. 2 с задним приводом и 2 с полным. Заднеприводная версия развивает 377 сил, а ее снаряженная масса составляет 2250 килограммов.
У полноприводных вариантов уже 594 силы, и при массе около 2400 кг до 100 км в час они разгоняются всего за 3,6 секунды. При этом максимальная скорость у всех версий одинаковая – 250 км в час. Что касается батареи, здесь используется аккумулятор Kettle емкостью 100 кВт-часа. Запас хода, в зависимости от выбранной версии, составит 750 или 850 км. Пока это все, что известно о технической части RX. Но, судя по всему, долго ждать не придется. Больше официальных подробностей о новинке должны появиться уже в ближайшее время. Давайте теперь заглянем внутрь. И здесь RX уже начинает играть по своим правилам. В отделке микрофибра и натуральная кожа, а по салону встречается вышивка с обозначением RX. Перед водителем усеченный снизу руль и 9-дюймовая цифровая приборная панель, а чуть выше огромный 26-дюймовый проекционный экран с дополненной реальностью. А вот центральный экран действительно сложно не заметить. Это 16-дюймовый планшет, его можно поворачивать вправо и влево, подстраивая под себя. Даже переднему пассажиру достался отдельный 10-дюймовый дисплей. Вся электроника, конечно, Huawei. Есть 50-ваттная беспроводная зарядка. А если обычных боковых зеркал покажется мало, их можно дополнить внутренними экранами на дверях. Туда выводится изображение с внешних камер. Теперь о креслах. Они спортивные, внутри каждого 98 датчиков. Система понимает, как именно вы сидите, и во время поворотов автоматически регулирует пневмокамеры боковой поддержки. То есть машина буквально подстраивает кресло под вас, причем на этом комфорт не заканчивается. Передние сиденья умеют раскладываться в положение Zero Gravity, а еще здесь есть массаж, вентиляция и подогрев. Над головой огромная панорамная крыша площадью 1,8 квадратного метра. Для нее предусмотрена электрическая солнцезащитная шторка. А если присмотреться, салон начинает раскрывать еще несколько интересных деталей. Например, амбиентная подсветка общей длиной 3,4 метра и замшевый потолок. Багажник вмещает 622 литра. А спереди, под капотом, в зависимости от версии, предусмотрен дополнительный отсек на 60 или 100 литров. И, конечно, поскольку Lucid RX построен вокруг технологий Huawei, отдельного внимания заслуживает интеллектуальная система помощи водителю Huawei ADS. Она отвечает за продвинутые функции ассистирования и заявленную поддержку автономного вождения 3-го уровня. Если смотреть на цены в Китае, то здесь у новинки пока не все так однозначно. Базовая версия стартует примерно с $44 600. И вот тут появляется главный вопрос. А что по конкурентам? Например, Xiaomi UI U7 начинается примерно от $34 700. Разница получается заметная. А недавно в этой компании с похожим дизайном появился еще один интересный игрок – Voya Passion S, который в базовой заднеприводной версии стоит еще дешевле. Но есть важный нюанс. RX пока находится на стадии предпродажи, а значит, финальная цена после полноценного выхода на рынок, скорее всего, будет приятнее. Правда, рассчитывать на скидку в $10 000 мы бы точно не стали. Ну а если хочется полный привод, то здесь цены уже другие, примерно 41 600 или 44 600 в самом топе. И вот тут, пожалуй, стоит немного сбавить тон. Смеяться над очередным китайским Феррари легко. Поставили рядом, покрутили пальцем у виска и пошли дальше. Но если на секунду убрать шильдик и посмотреть, как этот автомобиль вообще появился, становится уже не так смешно. Китайцы здесь не просто скопировали форму. Они собрали вокруг нее людей, которые когда-то создавали оригиналы, добавили технологии Huawei и получили автомобиль, который стоит как несколько опций у настоящего Феррари. И вот это уже совсем другой разговор. То есть Феррари, пора нервничать. Не из-за этого конкретного Lucid. Один автомобиль за $44 000 Феррари рынок не перевернет. Вопрос вообще не в нем. Вопрос в рецепте.
Берем европейский дизайн, европейскую инженерную школу, китайское производство и мощную программную платформу и продаем все это за совершенно другие деньги. Так что, возможно, главная проблема для Маранелло, Штутгарта и Мюнхена сейчас даже не в том, что их копируют. Вопрос гораздо неприятнее. Кто быстрее научился собирать лучшее со всего мира в один продукт и продавать его дешевле? И вот на этот вопрос европейским брендам рано или поздно придется ответить. Благодарим, что посмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и делиться своими комментариями. Ваша поддержка для нас бесценна. Желаем вам отличного дня и безопасных дорог. До новых встреч на канале.